А вы знаете, что дикие племена творят с чужаками? Кто-то их режет, кто-то сжигает, а некоторые просто съедают, как какое-то лакомство. Я собрал самые безумные и закрытые племена Амазонки со странными ритуалами и бесчеловечными традициями. Да уж, к этим ребятам лучше не соваться. Приятного просмотра. И начну я, пожалуй, с Яномами. Это один из самых известных коренных народов Амазонии. Они обладают уникальной культурой и образом жизни, глубоко укорененным в их мифологии и традициях. Согласно легендам, происхождение Яномами связано с кровью Луны и мифическими существами, что придает их культуре особую мистическую атмосферу. Располагаясь на территории Венесуэлы и Бразилии, Яномами проживают в джунглях вдоль Сьерра-Паримы и верховий Оренока, где они построили свои общины в особых домах – шабоно. Эти круглые постройки с открытым пространством в середине идеально подходят для жизни в тропическом климате и обеспечивают удобство для общественных собраний и ритуалов. Общество Яномами отличается отсутствием централизованной власти, так как они придерживаются эгалитарных принципов. Шаманы играют ключевую роль, проводя ритуалы и обряды, такие как вдыхание галлюциногенного порошка йопа, что является важной частью их духовной жизни. Женщины и мужчины Яномами выполняют разные роли, но каждая из них критически важна для выживания и благополучия их сообществ. Мужчины занимаются охотой и рыболовством, используя луки, тогда как женщины также могут ловить рыбу, используя леску и крючок, и заниматься собирательством. Важной частью жизни Яномами является поддержание связи с природой, что отражается в их питании, включающем продукты собственных садов, охоту и собирательство. Основным продуктом в их рационе является горький маниок, из которого они готовят крупу и лепешки кассаве. Ритуалы и традиции Яномами, такие как похороны, когда они смешивают прах умершего с водой и выпивают его, показывают глубокое уважение к жизни и смерти, что является неотъемлемой частью их культурного наследия. Эти обычаи, наряду с их уникальным взглядом на мир и природу, делают культуру Яномами одной из самых уникальных в мире. Но поедание праха – это еще цветочки. Дальше все будет гораздо жестче. А вот знакомьтесь, Ашанинка. Это один из самых крупных коренных народов, большинство которых проживает в Перу, насчитывая около 40 тысяч человек. Представляете? Практически целый город. Этот народ разговаривает на ашанинском языке, который относится к аравакской языковой группе кампа и разделяется на несколько диалектов. Исторически ашанинка вели торговлю с империей инков, затем пережили испанскую конкисту, католическую христианизацию и период каучуковой лихорадки. Ашанинка населяют влажные тропические леса на западе Перу и восточной части амазонской низменности. Их земли простираются от андских предгорий в перуанских областях Хунин, Паско, Уануко и Укаяли до равнин в бразильском штате Акре. Традиционно ашанинка спали прямо на земле, которую покрывали плетеными листами кокосовых пальм под простыми укрытиями, но сегодня большинство из них проживает в открытых домах на сваях. Они неоднократно подметают свои жилища и дворы в течение дня, что подчеркивает их стремление к чистоте. Семьи обычно спят на простейших деревянных подставках, а маленькие дети либо с родителями, либо в своих маленьких гамаках. Традиционная одежда ашанинка, известная как кушма, изготавливается из плотных лубяных волокон или хлопка и отличается украшениями и кроем между мужскими и женскими вариантами. В сельском хозяйстве же они занимаются подсечно-огневым земледелием, выращивая какао, рис, сладкий маниок, батат и кукурузу. Из-за удаленности полей ашанинка строят временные жилища, называемые чакры, чтобы оставаться ближе к земле, которую они обрабатывают, и иногда проводят там по нескольку недель. Охоту они ведут, используя луки и огнестрельное оружие. А вот женщины занимаются рыбной ловлей, плавая на плотах из бальсы. Ашанинка также сохраняют традиции изготовления керамики, ткачества и строительства выдолбленных лодок.
Управление общинами осуществляется через выборные должности, которые могут занимать как мужчины, так и женщины, поддерживая принципы равенства и демократии в их сообществах. Еще более поразительным и таинственным кажется племя Амандава, ведь эти люди буквально живут вне времени. Как такое возможно? Да легко. В их языке просто нет никаких слов, которые могли бы отражать время. То есть буквально они не могут сказать «вчера» или «сегодня». Мне кажется, в современном обществе во времена бешеного ритма жизни и вечных дедлайнов эти люди самые счастливые на планете. Об этом племени мир узнал в 1986 году. И тогда люди были просто в шоке, насколько мало слов в их речи. Например, жители племени не станут уточнять, около какого водоема они что-то обнаружили. Они буквально говорят «у воды», а все потому, что эти древние люди просто не знают других слов. Они не знают, что есть реки, озера, моря, океаны. Для них есть только вода. Да и слово «берег» также отсутствует в их лексиконе. Но больше всего поражает тот факт, что в этом племени до сих пор не знают, сколько кому лет. Они даже не знают, когда у кого день рождения. А когда этот народ рассказывает о каких-то событиях, они также не говорят о том, было ли это ранее или будет позже. Сами жители лишь меняют свои имена в зависимости от происшествия. Например, при рождении нового ребенка в семье самые маленькие дети отдают им свое имя, а сами берут новое. Но самое удивительное то, что ученые уже давно пытались обучить жителей Амандавы другим языкам. Особенно легко им дается португальский. Поразительно то, что понятие времени аборигены легко запоминают и используют в разговорах на современном языке. Но в свой быт эти изменения они не вносят. А вот племя Пираха отличилось тем, что своими устоями в жизни они кардинально изменили мировоззрение одного миссионера. А звали этого замечательного проповедника Дэниел Эверетт. Первый контакт с аборигенами у этого мужчины удался в 1977 году. Тогда он пытался донести членам племени Пираха все аспекты Слова Божьего. Правда, его слов никто тогда не понимал. Дэниел был достаточно упрямым. Он понял, чтобы переубедить аборигенов, ему нужно выучить их язык, чем он и занялся. Спустя некоторое время миссионер вполне смог освоиться в языке племени Пираха. И то, что он обнаружил, повергло его в шок. В их языке не было косвенной речи, слов, которые обозначали бы цвета и даже числа. Но больше всего священника удивило то, что этот народ не создал абсолютно никаких мифов и теорий о том, как появился мир. Да о чем тут говорить, у них даже не было календаря. Но самое удивительное то, что уровень интеллекта аборигенов на одном уровне с современным человеком. Поражает и то, как ведет свой быт племя Пираха. У них нет частной собственности, то есть все дома принадлежат народу. Они также не оставляют запасы еды на будущее. Буквально вся еда, которая добывается, съедается сразу же, а планов по развитию в будущем у них и в помине не было. В общем, жители племени сполна наслаждаются каждым днем, проведенным на этом свете. Это очень сильно поразило Дэниела Эверетта. Смотря на то, как живут эти первобытные люди, каким базовым вещам они радуются, а также как они наслаждаются тем, что дает им природа, миссионер задался вопросами. Существует ли Бог, если неизвестные ему дикари живут одним днем на то, что дает им природа? Да и зачем вообще верить в неизвестную сущность, когда можно наслаждаться беззаботной и бесстрашной жизнью? Ответить на эти вопросы в своей голове так, чтобы он остался служить церкви, у него не получилось. В итоге Дэниел Эверетт, заклятый служитель Бога, полностью отказался от веры и стал атеистом. Звучит очень шокирующе, не так ли? Даже в 21 веке на Земле сохранилось достаточно много диких племен. О некоторых из них вы могли узнать из предыдущих роликов. Но сегодня я расскажу о самых интересных общинах, которые можно встретить на территории современной Бразилии. И открывает наш список, наверное, одно из самых жутких племен, которое носит название Каруба. Этот народ проживает в отдаленных районах Амазонского леса. Какая именно численность этого племени, никто доподлинно не знает. В разных источниках сообщается о сотнях и тысячах поселенцев.
Каруба живут крайне изолированно от внешнего мира. Они специально выбирают труднодоступные места для основания поселения, чтобы их было труднее обнаружить. Да настолько, что до 1996 года их племя считалось уничтоженным. Правда, это их все равно не уберегло. Именно после обнаружения один ученый все-таки смог наладить контакт с племенем. Хоть для современного общества полученные данные и знания очень полезны, но для Каруба это было серьезное испытание. Дело в том, что столь закрытое поселение просто не знало о тех болезнях, которые царили в современном мире. Из-за этого многие из жителей просто погибли. После столь ужасного происшествия власти Бразилии запретили контактировать с племенем. Но самое удивительное то, что Каруба практикуют каннибализм. При этом не только по отношению к другим людям. Они спокойно могут съедать даже своих собратьев. Лично меня повергает в шок эта информация, но, как оказалось, занимаются подобным они не часто, лишь в не самые лучшие времена, когда еды почти не остается. Каннибализм, наверное, единственный путь выжить в такое время, хотя это и не отменяет ужаса сего поступка. Еще один удивительный факт об этом племени заключается в том, что местные жители придерживаются моногамных отношений, то есть с одним партнером. Этот факт просто поражает, так как другие племена как в Амазонии, так и по всему миру придерживаются полигамии, многоженству. И для древнего народа это особенно странно, так как сразу возникает вопрос, а как они выжили-то вообще? Ну и последняя таинственная традиция, о которой важно сказать – обряд инициации для молодых мужчин. Чтобы перейти на ступень выше и стать полноценно взрослым, юношам нужно провести целую ночь в одиночку на кладбище. Еще одно достаточно интересное племя носит гордое имя Тремембе. Примечателен этот народ тем, как он смог адаптироваться к стремительно меняющимся условиям современного мира. До первого контакта с европейцами Тремембе жили достаточно спокойной жизнью. Они занимались земледелием, охотой и собирательством. В общем, самая обычная первобытная жизнь. Но все начало стремительно меняться с приходом колонизаторов. Племя Тремембе стали сильно ущемлять в правах. Этот народ буквально выгоняли с территорий, которые им принадлежали. В итоге в 19 веке племя на бумаге перестало существовать. Оставшиеся представители Тремембе считались потомками древней расы, но никак не отдельной этнической группой. Так продолжалось вплоть до конца 20 века. Тогда племя все-таки заслужило признание государства. И этот факт очень примечателен, так как именно к этому древнему народу принадлежит кандидат в президенты Бразилии Куна Ипора Тремембе. Это просто поражает, как все-таки древние люди за столь короткий срок смогли приспособиться к современным устоям жизни. Казалось бы, в современном мире уже давно должны были исчезнуть все первобытные люди. Век технологий, компьютеров и летающих машин. Но на деле то, сколько племен проживает на той же территории Амазонки, просто поражает. Если вы думаете, что я рассказал обо всех шокирующих и интересных племенах, то вы глубоко ошибаетесь, ведь следующие аборигены буквально повергнут вас в шок. Племя Синта-Ларго когда-то давно насчитывало более 5000 человек, а в наше время их, дай бог, осталось около 1000. Но самое печальное то, что столь быстрое уменьшение числа жителей обусловлено нашей цивилизацией. Впервые обнаружение этого племени документально засвидетельствовали в 1915 году. Тогда небольшая группа путешественников подверглась нападению аборигенов, в результате чего один человек погиб. Примерно в те же года было установлено, что на территории, где проживает воинственный народ, находится много полезных ископаемых. В 20-е годы этого же века было много желающих обогатиться. Сначала там обнаружили огромные заросли каучуковых деревьев. Естественно, прогрессивное общество не могло это так оставить, и за этой растительностью буквально началась охота. Попутно вырубке деревьев добытчики убивали и аборигенов. Они были наслышаны об их жестокости, так что делали это для своей же безопасности. Естественно, жителям племени такое было не по нраву. Они совершали частые набеги и убивали работников. Ситуация особо обострилась, когда на их территории обнаружили огромные залежи алмазов и других дорогостоящих полезных ископаемых.
Аборигенов стали еще больше тревожить люди, которые стремились обогатиться. И чтобы уберечь древние устои коренных жителей, власти создали специальное место резервации этого народа, куда, по идее, не должны были попадать другие люди. Но и это не помогло. Охотников за алмазами как было много, так и осталось. Из-за этого в 2004 году произошла настоящая трагедия. Одним весенним днем аборигены смогли поймать 29 человек. Что они с ними сделали? Конечно же, показательно убили. Но не только страшными бесчинствами известно племя Синти-Ларга. Интересны и их обычаи. Мужчины из этого народа несколько раз за всю свою жизнь меняют имена. Для чего они это делают? Чтобы обозначить свой статус или то, какие события они пережили. Я больше вам скажу, у них есть имена, которые знают только их родители. Удивительная традиция, не так ли? Но все рассказы о предыдущих народах Амазонки из моего списка буквально меркнут по сравнению с таинственной историей племени Каяпо. По легенде, много тысяч лет назад, неподалеку от их лагеря в горах, посреди самого обычного дня раздался страшный грохот. После этого оттуда спустился неизвестный, которого в будущем прозовут Бэб-Карароти. У этого существа была очень странная одежда, которая покрывала его тело с головы до ног, а в одной из рук страшное оружие. Его местные жители прозвали Коп, и по легенде оно стреляло молниями, которые буквально стирали все с лица земли. Естественно, подобное происшествие серьезно перепугало всех аборигенов. Они поспешили спрятаться за кустами и деревьями, но спустя немного времени они все-таки решились выйти к чужаку. Все мужчины племени встали на защиту женщин и детей и напали с копьями и луками на незнакомца. Однако все, что попадало в его одежду, тут же ломалось. Пришелец решил показать всем свою силу и выстрелил пару раз из своего оружия. После этого никто уже и не думал с ним воевать. Племя Каяпо прозвало незнакомца Бэб-Карароти и сделало его своим лидером. И, к слову, это было просто отличным решением. Пришелец оказался очень умным и справедливым правителем. Он поведал аборигенам о новых способах охоты, рассказал про медицину, показал, как строить дома. Согласно мифам, Бэб-Карароти обладал нечеловеческой силой, за что его прозвали богом. Он буквально мог подчинять разум людей. Непослушные дети, которые отказывались учиться, всегда отправлялись к богу. При помощи своей силы пришелец подавлял волю. Более того, легенды гласят, что он мог вызвать паралич или даже убить кого-то, не нанося при этом никаких ударов. Это ли не чудо? Это были самые таинственные и опасные племена Амазонки. И если вы любите все новое и интересное, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в Telegram-бот по ссылке в описании. Вы можете стать частью нашей команды. Спасибо вам за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!